Месяц назад я создал свой YouTube канал и загрузил туда первое видео. Как это повлияло на мою жизнь и какие результаты? С 19 января по 19 февраля я загрузил 12 видео и 18 шортс на YouTube. Получается за 32 дня 30 единиц контента. И за это время у меня на канале набралось почти 15 тысяч просмотров и 67 подписчиков. На экране вы сейчас можете видеть статистику моего канала с 19 января по 19 февраля. Как видите, я загружал 1 единицу контента почти каждый день. За эти 32 дня было всего 2 дня в начале, когда я пропустил, но все остальное время я стабильно загружал, как я решил в самом начале. Вы можете поставить видео на паузу и посмотреть больше на этот скриншот, а мы двигаемся дальше. Как мой канал на YouTube повлиял на мою жизнь? Первое, это я перестал смотреть сериалы и фильмы и развлекательный контент. Значит, все время, которое я тратил на смотрение развлекательного контента, я начал тратить на то, чтобы смотреть какие-то полезные видео про YouTube. Во-первых, я посмотрел курс про то, как работает YouTube, как загружать видео, как снимать видео и так дальше. Во-вторых, я смотрел очень много видео про то, как же работает алгоритм, как лучше сделать некоторые вещи, чтобы YouTube меня полюбил или не полюбил. И получилось так, что я, конечно же, не мог брать время рабочее на то, чтобы смотреть эти видео, поэтому я полностью заменил развлекательный контент на образовательный контент, что считаю очень полезным для жизни. Второе, это я обрел навык настройки света. Если вы смотрите это видео, вы можете видеть, что свет настроен уже более-менее нормально. Если вы посмотрите мое первое видео, вот картинка, то там свет был вообще не настроен, и это было снято просто напротив компьютера, и картинка выглядит ужасно. Эта картинка выглядит намного лучше, конечно, мне еще есть куда стремиться и много чего выучить, но это уже удобоваримо точно, и глаза не режутся, когда вы смотрите это. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Я думаю, что этот навык будет очень полезен в жизни, даже если я когда-то перестану снимать видео на YouTube, то это просто умение выставить правильно свет, будет полезно во всех ситуациях в жизни. Даже сделать семейное фото или при подаче куда-то на работу. Это хороший пункт в резюме. Если вы говорите, что вы можете выставлять свет, я думаю, что работодателям это точно понравится. Третье, это я научился монтировать видео. Сначала я освоил какие-то азы, и потом уже начал более глубокое изучение. Если вы посмотрите мое первое видео, то оно было снято одним дублем, без монтажа, без нарезок, без склеек. Сейчас, когда я делаю видео, я вырезаю вдохи, я вырезаю запинки, я добавляю музыку, я вставляю картинки, как вы уже видели в этом видео до этого момента. Я также иногда вставляю би-роллы, если это уместно. Поэтому теперь мои видео смотрятся намного легче. И вот посмотрите на статистику последних видео, люди не уходят в начале. Вот статистика моего первого видео, большинство людей переставала смотреть до 30 секунды, а сейчас люди смотрят уже более-менее полное видео. Поэтому я понимаю, что все-таки умение монтировать видео хорошо повлияло на то, что люди смотрят меня больше. Четвертое, это я уже нашел какое-то свое маленькое комьюнити. Уже есть некоторые люди, с которыми приятно пообщаться. Есть некоторые люди, которым я много помог, и они мне говорят спасибо, ты мне сильно помог и так дальше. И даже уже нашлись некоторые хейтеры, которые пишут там плохие комментарии и желают чего-то плохого. И это удивительный опыт, которого у меня до сих пор не было. И слова поддержки от людей, и даже негативные комментарии, мне нравится все это, потому что это что-то новое, и это закаляет характер, и это дает какую-то энергию, и я понимаю, что я не зря записываю это видео. Если хоть кому-то одному помог, не зря записывал. Если кто-то написал что-то плохое, и я это пережил, двигаюсь дальше, тоже этому человеку благодарен, потому что я понимаю, что следующий комментарий уже меня не заденет. Пятое, это я понял одну очень важную истину. На самом деле, людям вокруг вас все равно, что вы делаете, и все равно на вас. Смотрите, я вначале немного переживал, что будет, если люди вокруг увидят, мои знакомые, или на работе, или друзья и так дальше. И это даже меня немножко останавливало. Но я все равно начал постить. И я вам скажу по моему опыту, что никто ничего не видит, во-первых. А во-вторых, даже когда вы сами пишете людям и говорите, вот, я снимаю видео, большинство из тех людей, которым я сказал, они даже не посмотрели это видео, и всем все равно. А те, кто посмотрели, никто не сказал что-то плохое, все сказали, окей, молодец, продолжай и так дальше. Поэтому, если вас именно это останавливает, и вы думаете, начать что-то или не начать, то 100% начинайте. Я вам гарантирую, что всем все равно. Если это ваши друзья, они вас поддержат. Если это ваши не друзья, то они забудут об этом уже через 5 минут, когда они вспомнят о своих каких-то проблемах в их жизнях.
Поэтому 100% начинайте и не думайте, что вы будете получать много какого-то негативного фидбэка или смеха от вашего окружения. Этого не будет. Шестое, это я улучшил свой навык говорить на камеру. На самом деле это кажется легко, но когда вы включаете камеру и начинаете что-то говорить, это очень трудно. Вы очень много запинаетесь, очень сильно переживаете. И мое первое видео я очень сильно переживал, это был большой стресс и так дальше. Но сейчас с опытом это уже добавляет какой-то расслабленности. И сейчас, когда я записываю, если я сбился, я просто понимаю, окей, я начинаю заново, и все. И потом просто вырежу это. Поэтому умение говорить на камеру – это очень важный навык, который приобретается только с опытом. Если вы что-то начинаете и думаете, что это выглядит плохо, все это хорошо, это у всех людей выглядит плохо, вы просто продолжаете записывать, и на 10-е видео это уже будет выглядеть намного лучше. Также я считаю, что этот навык очень полезный по жизни, потому что вы никогда не знаете, какая ситуация подвернется, и, возможно, вам нужно будет записать какой-то рекламный ролик, или вам нужно будет записать какое-то объяснение кому-то, или видеопрезентацию. Поэтому умение говорить на камеру – это очень полезный навык, который, опять-таки, если вы будете подаваться на работу, то хороший пункт в резюме в графу soft skills, а если не будете подаваться на работу, то это просто вам пригодится по жизни. Я создал этот YouTube канал для того, чтобы реально помочь людям, которые собираются в эмиграцию или уже в эмиграции. Я записываю это видео так, как будто бы я записываю их для самого себя 5-10 лет назад. Если бы я посмотрел эти видео 5 или 10 лет назад, это сэкономило бы мне очень много денег и сил и нервов, поэтому я искренне желаю вам, чтобы, если вы собираетесь в эмиграцию, чтобы вы посмотрели все мои видео, даже если они в плохом качестве или с плохим звуком, но это сэкономит вам очень много денег и нервов на длинный срок. Если вы только собираетесь в эмиграцию, можете начать просмотр с моего последнего видео о том, как же подготовиться к эмиграции. Спасибо за просмотр.